Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что присоединяетесь к прямому эфиру. Всем наши приветствия с Новым годом. Всем, конечно же, наши самые замечательные, добрые пожелания и слова. В первый раз в новом году Андрей Золотарев. Здравствуйте, с праздниками. Здравствуйте. С праздниками вас, Александр, с праздниками вас, зрители. Света и добра всем, мира и здоровья. Быть добру. Да, добра, конечно, привалило. И с погодой, и с осадками. Вот только буквально недавно смеялись, да, о том, что, ну как, потужничали на украинском телевидении, на марафонах, о том, что смотрите, мол, там, Микола погода, да, обзор новостей с фронта. Там антициклон, там осадки. А вот выпали осадки Орешника. Сейчас, Андрей Владимирович, как вам кажется, к чему собственно, этот был удар по Львовской области. Главное, куда был удар? Сейчас какие-то вот инсайды льются, но официальной информации мы так и не услышали. Даже уже обломки какие-то нашли, непонятное показали. Но, по сути, по газохранилищу, не по газохранилищу, что за вбросы про пробитие каких-то перекрытий и томика этого Ленина, который там сгорел. В общем, как оцениваете этот удар? Как военный, как военно-политический, как политический или действительно от нас очень многое скрывают в плане последствий? Прежде всего, политически, это совершенно четкое послание европейским партнерам и тем, кто участвовал в этой встрече в Париже. То есть, и этим ударом очень вполне четко выражено отношение ко всему этому. Второй момент – это и до Нового года, и после Нового года говорил о том, что, судя по всему, вот в первой декаде что-то, ну, будет либо массированный удар, либо что-то прилетит. Ну, судя по тому, что и мы наблюдали у берегов Венесуэлы и Северной Атлантики, ну, на море вряд ли Россия сумела бы ответить. Ну, слишком несопоставимые силы и ресурсы. Это причем, да, морская мощь никогда не была сильной стороной России. Россия всегда была сильна на суше. В том числе и ракетные вооружения. И вот вчера прилетело. Ну, не можем ответить так, но надо же показать том, что мы можем. То есть продемонстрировать такой силовой ответ. Что касается последствий. Есть несколько версий, ну, наиболее там ряд там, российских экспертов, потому что поражено вот это газохранилище Вугерска. Это есть, ну, если вы ездили по трассе Киев-Чоп, это такое село, когда едешь от Львова в Закарпатье, это там за Стрием уже. Вот. Но, судя по всему, если бы там действительно было поражено вот это газохранилище, но на минуточку это 50% украинских ПХГ, там гигантское газохранилище, то есть с использованием карстовых пещер, то есть ну, природные полости в земной коре используют как газохранилище. Ну, там никаких известий о том, что там случилась какая-то техногенная катастрофа, а оно бы как-то проявилось бы. Либо там гигантский факел пламени, ну, шумело бы, ну, оно действительно грандиозное сооружение. Но то, что газ, давление газа падало до нуля, то, что гасли котлы у людей в Львовской области, это тоже факт. Об этом сообщали потом, как-то ушло в сторону. Судя по всему, удар пришелся по сопутствующей инфраструктуре для газохранилища, судя, возможно, компрессорная станция, чем объясняется такое резкое падение давления. Вот. Но месседж вполне четкий с использованием вот это СС-31, точнее, ну, Орешник это уже такой, это уже пропагандистское название, а так, ну, наземный ракетный комплекс «Рубеж», правильное название. Это твердотопливная ракета, трехступенчатая, ну, которая до 5-6 тысяч километров стреляет. И ее основное назначение, безусловно, это нанесение ядерных ударов. Да, в Европе стоит бояться, поскольку и Лондон,
И даже Лиссабон, наиболее отдаленная точка Европы, и даже Дублин попадают в радиус действия вот этого комплекса. А можно вот такой Но вопрос? Это, кстати, мы в прямом эфире сейчас, да, мы там обсудим, понятные политические, но вот этот удар Орешника, вот просто интересно мне, да, опять-таки, да, насколько это сопоставимо, что вы просто думаете? Вы не эксперт в конкретном, ну, имеется в виду, этой модели вооружения. я не эксперт по всем вопросам, как у нас Да, теперь это ну давайте так, вот в чате тоже пишут, и это прям очень, очень интересно. Смотрите, нам не показали, куда удар, нам не показали место удара, нам показали какую-то штукенцию, одну, вторую, пятую, десятую, говорят, вот, мол, смотрите, это от Орешника. Нам, собственно, сейчас вообще версия гуляет в сети. Ну, первый был этот Флэш, который говорил, что да не такая уж она и глубокобойная, да, это все предрассудки, я всего говорить. И все такие начинают, я всего говорить не могу, мол, официальной версии нет. Пробили, опять, если пробили перекрытие, значит, куда-то попали, томики Ленина, где у нас хранятся, понимаете? Ну, тоже какой-то странный посыл. Если попали, значит, удар был точный. Если не попали, то куда били? Откуда это свечение, о котором вы упомянули выше, которое все наблюдали? Причем достаточно долго оно продолжалось, звуки были слышны в соседних областях. То есть, смотрите, но самый главный вопрос. Какие обломки? Летит это все, и это официально зафиксировано, да? Сейчас гуляет версия, что Украина предупредила о пуске Польшу, Польша смогла отследить траекторию, скорость и все на свете, привела в готовность ПВО. Тут сидишь и разводишь руками. Ребята, а какое ПВО? Какой отследить? Ну, то есть скорость вот этих 10 километров в час, там, вот эти махи, понимаете? 12 тысяч. 12 тысяч – это гиперзвуковая скорость. То есть, смотрите, И эта скорость, то есть смысл вообще оружия, да, и почему там не надо боеголовок. Сейчас тоже весь день сегодня с теми боеголовки, не боеголовки. Смотрите, настолько сжигает скорость атмосферы, что есть такой, вот когда шрапнель вылетает, да, то есть только вот эти частички настолько расплавленные вот этой магмы, что они вот тоже такой поражающий эффект у них имеется. безусловно, То есть, понимаете, 36. а нам показывают какую-то железяку, говорят, вот он, Орешник. Так а как он уцелел? Это что железяка? Из какого металла? Внеземного, что ли? Ну, знаете, это ж элемент, ну, как всегда, надо показывать в том, что противник не достиг желаемого эффекта, ну, как всегда, собственные потери, проблемы преуменьшаем, ну, а супостата чего жалеть, там всегда можно лишний нолик дописать. Поэтому тут я не полагаюсь на эту информацию, но я могу сказать, что когда прилетало по Днепру, по Южмашу, ну, у людей за 40 километров посуда подпрыгивала в доме, в частном доме. То есть, очевидно, кинетическая энергия там будет здоров. Ну и понятно другое, потому что у Украины нет комплексов ПВО, способных противостоять баллистическим целям, тем более, что там разделяющаяся боеголовка там, на 6 частей, каждая еще на 6, там, и того там, до 36. Правда, их было меньше, судя по тем кадрам, которые мы увидели, поскольку важно было продемонстрировать эффект применения вот этого комплекса. Ну, а систем, ну, смотрите, что может противостоять? Опять же, это еще не проверено. Американская ТААТ, израильские системы противоракетной обороны, но настоящие критерии оценки систем оружия, систем ПВО только в боевом применении. Поскольку любой разработчик вооружений в любой стране он всегда склонен к завышению тактико-технических характеристик. Но это общепринятая практика. А только в ходе боевых действий, в ходе реального боевого применения узнаешь истинную цену тем или иным системам. Давайте вот так еще скажем, ну, вот эту тему подсуммируем, подфиналим. Мы в прямом эфире, друзья. Всем большое спасибо. 19:11 час по Киеву. Закончите предложение. 4 варианта. Удар Орешника. Варианты.
достиг военной цели, просто ее скрывают. Это символический удар, били в пустоту, просто показать, что, ну вот, ну как для проформы. Вот эта вся история, которую сейчас крутит МИД, Европейский Союз, там у границ, вот это все. Ну, то есть, как бы били, чтобы Западу стало немножко не по себе в том числе. Не достиг цели, просто пристрелка, испытание банальное, то есть испытывают. Настоящий орешник как бы впереди, это просто там, да, вот сами посмотрели. Ну так, тест оружия, чего тут? Полигон так полигон. Или четвертый вариант – это предупреждение. Дальше будет ядерный удар. Вот такие 4 варианта. Проголосуйте, пожалуйста, мы в конце подведем итоги. Это в чате трансляции можно сделать. Нажимайте на чат, и там выскочит вам вот это голосование. Всем большое спасибо, что уже лайки поставили. Вот если выбрать из этих 4 вариантов, они не взаимоисключающие, ну, до конца. Но тем не менее, вот все-таки на каком бы одном вы остановились? Первый, четвертый. Ну, явно цель была не военный объект, а инфраструктура. С учетом того, какие удары пришлись по энергетической инфраструктуре в Киеве и Киевской области, вот на фоне, ну, понимаю, важно, то есть какая цель преследуется. То есть лишить Украину электроэнергии, лишить возможностей, логистических возможностей, поскольку нет электроэнергии, соответственно, э, приходится переводить поезда на тепловозную тягу. Ну и плюс создать такие условия, чтобы, ну, условия принуждения к миру, точнее, к капитуляции. Вот. Поэтому, я думаю, все-таки первый, четвертый. А, Вот эти удары орешником. Опять, у нас очень несерьезная аналитика. Аналитика уровня, ну там все смеются над небоевыми головками, все там вот это все, то есть все скрывается. На самом деле, вот я был в прямом эфире в шуме, когда это все сообщили, и вчера, да, и вот прям немножко дождались каких-то первых моментов. Прилетело, не прилетело, ну хоть чуть-чуть, да, понятно, что это было поздно вчера вечером. Понимаете, какая штука? Вот просто интересно. Там же все внезапно. Ну, то есть, сбивать нечем. Летит туда, куда летит. Сообщения о пуске многие сейчас трактуют, что никакого там контроля и никак ты ее не отследишь, потому, ну, россияне сами предупреждают. И то западных партнеров, что это летит не ядерка и не по ним. Поэтому, собственно, все так угадали время пуска. 10-15 минут и минус 1500 километров. Достаточно серьезно. Получается, что с точки зрения не Европы, про Европу сейчас позже поговорим, с точки зрения Украины, орешник – это то оружие, которое может принудить к капитуляции. Безъядерный, я и подчеркиваю, безъядерный орешник. Отнюдь. Да, против него нет средств противодействия, эффективных средств противодействия, это надо признать. Вот. А то, что те же Искандеры наносят куда больше ущерб, и они куда дешевле, поскольку каждая ракета орешника, ну, грубо говоря, там, если так, эксперты называют цену в 40-50 миллионов долларов каждая ракета. Но это слишком дорогое удовольствие. Искандер гораздо дешевле, и он имеет довольно приемлемые показатели по точности ударов. И, ну, это же мы видим, куда многострадальный ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 в Киеве выведены из строя. И сегодня особенно левый берег в полной мере ощутил, что такое транспортный коллапс, что такое без электроэнергии, без тепла, без воды. Ну, вода потихоньку начала возвращаться уже там на Печерске, а то там уже рада разом с народом, там нет тепла, нет воды в Верховной Раде. Но, судя вот у знакомых на Печерске, вода и тепло появились. А вот левый берег, да, там ситуация такая, если не сказать катастрофическая, но очень тяжелая. Вообще, ну, мы не знаем ничего о цели удара, мы с вами это проговорили. Но давайте попробуем политическую, как бы его составляющую прощупать. Многие, и это, кстати, там и в предыдущем прямом эфире у меня тоже дискуссия состоялась, ну, вот я не могу понять, все связывают этот удар, россияне сказали, это за обстрелы резиденции Путина. Ну, вот те, которые там
Были, не были, вот это все как бы так решили поиграть с этой темой, хотя какой-то там чип россияне передавали. Это тоже странно, да, передавать чип наведения с дрона, его ж можно открыть, посмотреть, перепрошивали, не перепрошивали. Так вот, россияне четко сказали, это вот вам за резиденцию, которая пытались ее атаковать. Наши говорят, и Совбез собирают, что это типа вот угроза Европы. Когда вот эти были все версии с газохранилищем, которые сейчас отвергаются, но мы опять-таки мы не знаем, как правильно. Сейчас вообще там говорят, что Украина все сдала, все газохранилища, чуть ли там сегодня сообщили, что литиевый рудник отдали другу, бизнесмену, другу Трампа в Кировоградской области. То есть и вполне себе это как бы удар по американцам. То есть вот такой политический контекст этого удара. Какой политический контекст удара Орешником прошлой ночью видите вы? Политический контекст, учитывая то, что ну, не так уже много осталось ястребов войны, но они довольно активные, они явно вот, подписание вот этого парижского меморандума, это торпеда явно вот по тем анкорежским договоренностям, ну, явно они не способствуют тому реализации этих договоренностей. Ну, это такой знак. Придите, как говорится, миритесь с неизбежным. Вот, Стармеру, Макрону, ну, там же заговорили, 2 дня объяснял о том, что не будет ни британских гурхов здесь, ни французского иностранного легиона, хотя бы по одной банальной причине, потому что достаточно было посмотреть на реакцию американцев, то, что они не присоединились к этому документу. Это очень четко демонстрирует отношения. Значит, надо было этим, очевидно, господину Макрону и Стармеру надо было показать отношение, ну, сделать такой политический жест, потому что момент силы продемонстрировать, что и было сделано. Понятно, демонстрация силы. Тем более, что, да, тем более, что ну, никто не будет спорить о том, что Европа, как и ястребы, так и голуби, ну, побаиваются, это мягко говоря, просто, как кажут, до всырачки боятся прямого военного столкновения с Россией. И ну, то, что это нереализуемо, в принципе, ну, учитывая позицию Соединенных Штатов, и, ну, и Бабиш же как бы без поддержки Соединенных Штатов это нереализуемо. Плюс вышел Мерц, нет, сапог германского солдата не ступит на украинскую землю. Ну, ясно дал понять отношение. При том, что Мерц считался, ну, на фоне своего предшественника, ну, выглядит ястребом, но тем не менее отношения он вполне четко сформулировал. И Мелони. Ну вот, осталась вот только вот эта сладкая парочка Стармер и Макрон, которые выступают с таких радикальных позиций. Ну, вот как-то ведро холодной воды в виде орешника, потому что в военном плане, ну, есть те же Искандеры, те же Х-101, они долетают не только до Львовской области, но и могут там в Закарпатье прилететь, то есть радиус, боевой радиус действия крылатых ракет вполне позволяет бить по целям в любом регионе Украины. Вот. А вот орешник, ну, это скорее такой знаковый, показывает возможности и то, что в случае чего, ведь в российском дискурсе именно Европа предстает как поджигатели войны, как провоцирующие и собственно, потворствующие киевскому режиму именно так, в таком. То есть, Америка отошла на второй план. Если там 22-23 год при Байдене, ну, там довольно жестко и в отношении Соединенных Штатов, то сейчас мы видим, как и с Венесуэлой, как с танкерами, все сдержано, так, достаточно сдержано. А вот Европа, да, европейские ястребы, поджигатели войны, возрождение нацизма и так далее, то есть, видимо, очень жесткую риторику в отношении вот, европейцев. Ну, риторика риторикой, однако, если мы посмотрим на поведение Трампа, то оно такое достаточно нахальное. Ну, Ну, то тут есть... это тоже мягко говоря.
Понимаете, вообще эти танкеры он вообще начал гонять по морям и океанам. Ну, Вот пошел вовсю. Вошел вовсю. перед нашим эфиром пришла информация, что еще два танкера, которые российские, которые, Алина, собственно, да. двигаются. Но, правда, там немножко другая ситуация. Они двигаются в сопровождении корабля военного. Вроде как пишут, что в Египет идут, для египетской электростанции узлы перевозят, но их ранее уличали, и вполне себе вероятно, они могут отправляться в подсанкционные, так сказать, зоны и с подсанкционными грузами в Ливию, в Тартус. Ну и там Вот, возле Португалии вроде как их отслеживают. В Карибском вот, море гоняются по 2 недели за кораблями. Задержание вот этого российского корабля, где 20 украинцев. Всех, конечно, поразило, что эти 20 украинцев, но вы заметили, что почему-то в украинских СМИ, в украинских каких-то пабликах это никто не смешно, обсуждает. да. Почему? Ну, как-то у нас же подали это как вот этот танкер якобы российский, хотя он на самом деле какой-то мутной турецкой конторки, а в Сочи получил временную регистрацию. Что, кстати, признал и Медведев, который так вот это было неразумно и так далее. Вот предоставление временной регистрации. Но то, что украинцы превратились вот в украинские моряки стали подобием таджиков в Российской Федерации, вот на рынке труда моряков. Ведь они в довольно таком уязвимом положении. Они вернуться в Украину не могут, поскольку обратно не выпустят. И, естественно, в этих условиях они вынуждены подписываться под самые стрёмные контракты, которые моряки других стран 10 раз подумают, прежде чем подписываться. Ну, как раз одесситы, херсонцы, там из Мариуполя есть люди. Вот, и как раз вот чернорабочие вот этого, морских перевозок. Ну, естественно, это признать в том, что у нас несколько десятков тысяч граждан Украины так не может банально вернуться по причине нюансов нынешнего законодательства и нынешних реалий. Ну, это как-то вот не стыкуется с этим. Естественно, поступить примерно как поступили россияне, которые там попросили, или Трамп сделал жест доброй воли, ну, обещал освободить 2 российских моряков из этого экипажа. У нас как-то вот с этим что-то не спешат. Так а какая их дальнейшая судьба? Ну, анонсировали, что собираются судить. Вот. Но я думаю, что все-таки до суда не дойдет. Это вполне можно уладить, тем более, что Э, танкер-то шел с венесуэльской тяжелой нефти. Такая э, очень специфическая такая, как битум. Поэтому я думаю, что как-то полюбовно уладят. Все-таки ну, не посадят на 10-20 лет наших моряков. Но то, что э, такая ситуация может повторяться и с другими судами. И, судя по всему, там сегодня пытаются тормознуть Алина, другой танкер. Ну, тормознули Возможно, Алину, да. да. Показали видео уже, что захват, да. Да. Там тоже могут оказаться граждане Украины среди экипажа. Слушайте, ну это какой-то, конечно, цирк, понимаете? А у нас МИД, совбезы собирает какую-то историю. Там, подождите, стойте. Я тогда продолжу дальше эту линию, с вашего позволения. Получается, те танкеры, а их было 3, по-моему, четыре эпизода, когда украинские морские дроны били по танкерам в Черном море, один в Средиземном море. Так там они, получается, по украинцам тоже били, потому что вполне вероятно там в экипаже украинцы. Там, там вполне могут быть украинцы. Ибо ну, на кораблях не выясняют, кто там криптобандеровец, а кто там российский шовинист у моряков в этом плане. Не приветствуются такие вот, переход на политический. Ну и там все ну, как раз морское братство, оно оказывается выше политических конфликтов. А то, что украинцы, да, я же сказал, то, что украинцы вынуждены в силу своего уязвимого положения, в силу того, что
той ситуации, в которой они оказались, они вынуждены подписываться под те контракты, которые в иных условиях, там, 8-10 Не-не, лет тому. смотрите, мы сейчас не о контрактах. Может, они и выгодные, может, они и хорошие. И дай бог, понимаете, чтобы, ну, как бы люди получали там за свою работу. Судно стрёмное, понятно, да, потому что куча флагов там подсанкционные в западных странах, фракт, страховка. Мы сейчас не об этом. Мы сейчас о позиции государства по отношению к своим гражданам. А А, позиция, смотрите, ну, история с паспортами, что забылось многим, вы же прекрасно помните. Находясь за границей, вам приходилось сталкиваться с украинскими консульствами? Слава богу, Вот, нет. у меня были знакомые. Лично мне, слава богу, нет. Но знакомые, да, рассказывали тоже много Да. А интересных вот у меня историй. тоже знакомые, да. Да, когда надо было обратиться к консульству, и оказалось в том, что, ну, толку ноль. Вот, факультет ненужных вещей. У меня же люди были просто банально возмущены, но оказывается, эта ситуация сплошь и рядом и во многих странах, как раз учитывая то, кого у нас направляют на дипломатическую работу, вот, что отстойник сбитых летчиков и случайных людей. Неудивительно о том, что от украинских дипломатов во многих случаях проку как от козла молока. Вернемся, масштабируемся на геополитический уровень. Как вы думаете, будет ли отвечать и каким образом Россия, Китай, потому что это прям очень важная история, и китайский, мы все забыли уже, но первый был захвачен китайский танкер, на вот текущее поведение Трампа. И каким может быть ответ? Ну, Китай пока будет проявлять сдержанность, а ответ, ну, учитывая то, вот, и наблюдая там последние учения Народно-освободительной армии Китая и военно-морского, китайского военно-морского флота, ну, за Тайвань тревожно. Равно, ну, в принципе, и в этом новом дивном чудном мире, где э, Трамп, по сути, дал понять о том, что международное право это для слабых, а у сильных есть право силы. И вот, поэтому не исключено, что еще пару таких экспериментов в сфере реалполитик Трампа и Китая вполне может пойти на силовое возвращение Тайваня в родную гавань. Тем более, что со времен Киссинджера Соединенные Штаты признают один только Китай, а Тайвань, ну, там же нет дипломатических отношений. То есть, да, помогаем ему как военному союзнику, да, в полной мере используя там технологические возможности той же Taiwan Semiconductors Company, которая, ну, крупнейший в мире производитель полупроводников. Соединенные Штаты, тем не менее, э, до Киссинджера дипотношений с Пекином не было. А вот потом дипотношения с Пекином, ну, с Тайванем история закрылась. Поэтому понятно, что бросаться защищать Венесуэлу или там какую-то Кубу Китайская Народная Республика не будет. Да, будут делать политические заявления, будут какие-то ходы, но ответить они могут как раз у своих берегов. Тем более, что де юре как бы это Тайвань это де юре это сепаратист. А Россия? Ну, Россия что-то может предпринять в плане? Ну, опять не знаю, там могут хуситы возникнуть из ниоткуда. Ну, там сейчас сложная ситуация. Там армия Арабских Эмиратов, там Йемен, вот это все как бы Нет, там... ну, там вроде бы просаудовские силы там взяли под контроль столицу Южного Йемена, но мне кажется, что пока у Трампа в голове ценники на нефть, и вот и дефикс это взять, Трамп хочет взять под контроль мировой рынок нефти. Ну, и если не полностью взять под контроль, то, скажем, стать ключевым игроком, от которого зависит погода на этом рынке. И да, это же не в последнюю очередь, ну, при предложении венесуэльской нефти сразу, скажем так, стало давить
сторону снижения цены на нефть. То есть предложение превысило спрос. А и не будем забывать о том, что и для Российской Федерации там цена отсечения 50-60 долларов, после которой там начинают будут возникать проблемы. Посмотрим, но пока, знаете, неудивительно, разговоры о наркотрафике – это прикрытие, а ключевая тема – это нефть. Взять под контроль нефтяные месторождения страны, обладающей крупнейшими в мире запасами нефти, ну, Зачем ему столько нефти? Ну вот смотрите, всегда же было известно, что ну, а зачем Америке вообще вся история, если, например, ну, у них есть доллар. Доллар, правда, в резервных счетах банков, он как бы доля его уменьшилась за последние годы. Вот Трамп переключается и стратегирует, запасается нефтью, по всей видимости. Да, пропал Андрей Владимирович, видимо, там со светом что-то, с интернетом что-то. Все-таки, понимаете, как бы выходит он в эфир без электричества. Ну, так бывает в любом случае. Тем не менее, все равно может быть сейчас подключиться. Друзья, пожалуйста, проголосуйте пока в нашем чате. И, конечно, не забудьте поставить лайк нашему сегодняшнему эфиру. Это принципиально важно. Да, пытается подключиться Андрей Владимирович. Потому что вот многие считают, что Трамп, он как бы войну хочет, собственно, возглавить будущую, смертоносную, прям такую Третью мировую по всем правилам. И нужно для этого очень много-много-много ресурсов. Ну, как Гитлер в свое время собирал нефть, так вот сейчас вот Трамп. И вообще все, в общем, скукоживаются, стягивают свои силы и пытаются тем или иным способом, ну, вот, так сказать, принять участие, да, то есть подготовиться. Это такая глобальная подготовка к большой игре. Мы же обсуждаем орешник в нашем сегодняшнем эфире. Удар орешника, собственно, достиг цели, просто скрывают эти цели и последствия. Символический был, били в пустоту, как бы намекнули Европейскому Союзу, что не рыпайтесь. Не достиг цели, является просто пристрелкой или предупреждение. Дальше ядерный удар. Ну, вот конкретно, все по-взрослому, и вот без экивоков, собственно, и без ничего. Вот сейчас Андрей Владимирович вернулся. Прошу прощения, выпал. Ну, кто-то со связи. Может быть, у провайдера кончился бензин в генераторе, но смотрите, относительно Да, Трамп готовится ситуации к большой на... войне. Зачем ему столько нефти и зачем ему Нет, превращать в ну, энергетического монстра Соединенные Штаты Америки? смотрите, во-первых, нефть – это кровь войны. И вспоминая события Второй мировой войны, ну, как раз для Германии, когда и были разрушены заводы по производству синтетического горючего, плюс отсекли от месторождений нефти в Венгрии и в Румынии, вот тогда, да, действительно все начало сыпаться. Вот это раз. Два, ну, вспоминая героя фильма «Уолл-стрит», одного из героев персонажей Майкла Дугласа, жадность – это хорошо. Вот Трамп из этой же когорты таких, акулы Уолл-стрит. Как бы там ни было, но будем забывать, откуда Дональд Фредович явился в мир политики. Вот поэтому и в конце концов, вот реал-политик, она, там, в отличие от тех, кто грезил там, виртуальными активами, патентными правами, финтех, ну, все-таки трамписты – это материалисты. То есть реальные материальные ресурсы, в том числе и нефть, редкоземельные металлы. Кстати, Лаудер получил права, Верховная Рада отдала Лаудеру права. Это близкий Трампу, один из близких миллиардеров. Кстати, родственник Александра Роднянского, небезызвестного персонажа медиатусовки и один из сопредседателей Всемирного еврейского конгресса, он получил права на разработку месторождения лития в Кировоградской области.
Ну, хороший Привет, родственник, если... да. Удачная сделка. Понимаете, в чем дело? Тут же много версий сразу полетело после этого орешника. Правда, а может, мы уже все сдали, все отдали. И вы же видели, как, допустим, позавчера, по-моему, или вчера, все так много событий на самом деле, много просто информации проходит, поэтому могу путаться. Ну, вот на днях ударили по заводу Олейна. Мгм. Да, 300 Амери- тонн масла. Американский бизнес! Кричат, американский бизнес пострадал. А все же прекрасно понимают, да, то есть вы бьете по танкерам на по экспортному продукту России, Россия бьет по экспортному продукту Украины, подсолнечное масло. Ну, то есть все как бы понятно. Александр, обратите внимание, аналогично по резервуарам с подсолнечным маслом прилетало и в Одессе. То Ну, есть так точно. тенденция. Да, и сегодня, кстати, тоже по разного рода кораблям, тоже непонятных, очень маленьких, но очень гордых государств, Коморских островов каких-то, сегодня ударили по портам в Черноморске и в Одессе. Тоже по судну, по одному, по второму, которое там чего-то перевозило. Поэтому тут как бы начнут как бы играть в эту игру во многом. Но Да. давайте так, давайте вот переключимся и вернемся все-таки на последствия. Предел прочности Украины. Вот Киев, я помню эти эфиры там полгода назад, год назад, но полгода уже нет, наверное, год назад и раньше, с многими экспертами они кричали, говорили, доказывали. Киев – самое защищенное место на земле. Киев. Сейчас это не так. Ссылаться на пропагандистский свист. Кто это говорил? Если бы это говорили эксперты с именем, дорожащие своей репутацией, говорили это пропагандисты, то есть, которым хоть в глаза писаем все больше раз. То есть, и которые, как говорится, за мелкий прайс любую хренотень озвучат. Мы же знаем, что в Киеве бывает неспокойно, и даже когда относительно благополучно было и с ракетами ПВО, тем не менее прилетало и гибли люди, поэтому рассказываю как-то. Прошлый удар, его последствия, вы о них уже частично вспомнили, он ознаменовался очень серьезным политическим скандалом. Кличко, я так понимаю, в первой половине дня, когда сообщал о последствиях, выдал фразу, мол, киевлянам нужно бы уезжать. Ну, то есть, вообще на самом деле ситуация такая очень и очень тревожная и угрожающая. Но у нас, как обычно, понимаете, прилетел орешник. Вместо того, чтобы подумать головой подумать и сказать, смотрите, 15 минут, вот он Львов, никто ничего не видел, тревог никто не объявлял, понимаете, и вот он прилет, какой до сих пор непонятно. Точно так же и здесь. Отопление. Начали сливать воду из системы. 2 часа попаниковали все, потому что все понимают, сливаешь воду, мороз, трубы замерзают, в квартирах холодрыга, дубарь. Потом, когда ее залить, ты ее туда не зальешь уже просто. Это будет еще один... Короче, полопается все, и, в общем, будет ужас. Тут Но через надо два ждать. часа, когда прилетело по всем там телеграм-каналам, средствам массовой информации, повылазили эксперты и говорят, вы что, сливать воду? Это нормально посреди зимы. А я сижу и вспоминаю своего учителя по физике, школьного, да, который мне 5 ставил. И думаю, елки-палки, в смысле, в мороз сливать отопление это нормально? Да. Если пока не замерзло. А потом уже запускать систему, когда оттепель, когда температура там будет около нуля, там +1, тогда да. Вот так, и если нет перспективы быстро запустить теплоноситель в систему, горячую воду, то других вариантов нет, иначе порвет все. А в квартирах понятно, что долго так. Я и ранее, если вы помните, осенью говорил, что стоит подумать о запасных локациях, там, где есть возможность. Все-таки, как бы там ни было, за городом решить вопрос света, электричества и тепла намного проще. Конечно, к этому надо готовиться, но в конце концов те же дрова заготовить, порубить, там, запастись топливом для генератора, но
Я не говорю о том, что надо чертя голову бежать, но, возможно, опять же, вот, Так и Кличко не говорил, наш чертя великий голову боксер. бежать, но его все подвергли Ну, обструкции. Лизоблюды Банковой, там, как но это же, Петров, они говорят прям, ты паникер, такой-сякой, ничего не сделал. ну, вот это другой момент, то, что, конечно, вот постоянное выяснение, сведение политических счетов, даже в условиях, когда тут все висит на волоске и все может обернуться для столицы большой бедой. Ну, даже тут пытаются потоптаться на киевском градоначальнике. Да, его, безусловно, там клейма негде ставить, там на его окружении и на его компетенции и эффективности как градоначальника, но э, не время сейчас кидаться дерьмом. Но, тем не менее, это мы видим. По крайней мере, вот в отношении того же мэра Днепра, Филатова, Петров с таким пафосом, о том, что ну вот сейчас, кажется, все знают про мою нелюбовь, но сейчас, ну, видимо, э, это не касается Кличко. То есть, с одной стороны, сначала вчера красивый жест в отношении Филатова, о том, что воздержусь от критики. И да, и это правильно в этой ситуации. Но сегодня, ну, как видите, цена принципиальности коллег. Эм, Ну, понимаете, в чем дело? Ситуация в столице-то угрожающая, но на фронте Ну, еще хуже. Все забыли о фронте. Сегодня естественно, сообщает ну, как бы противник, российская сторона, о том, что ну, вот буквально 2 часа назад начались бои на подступах к Святогорску, а чуть попозже уже прям заявляют о том, что прям штурм идет восточных окраин города. Это город Светогорск, там, где находится Светогорская лавра, который, в принципе, глубоким тылом не был, он перешел из рук в руки. Ну, там, да, то есть были там бои, прилетало, но как бы понимаете, тут это прям очень важная точка с точки зрения развития наступления в Донецкой области. ну, с нами не согласятся позитивные эксперты, которые ну, работают на власть, которые говорят о том, что там ссылаются на американских экспертов, что там еще на журнал Economist, что там довоевывать остатки Донецкой области могут до 28 года, но мы видим темпы. Темпы, к сожалению, для Украины тенденции приобретают крайне негативный характер. И охват славянско-краматорской агломерации, тем более, что бои идут уже в Константиновке, даже это же факт, никто спорить не будет. То есть, ну, даже не остатки контролируемой Украиной, а остатки Донецкой области, там Славянск, Краматорск, больше тревожит ситуация на юге Запорожской области, ведь та же Безуглая, то есть ее же не обвинишь в том, что она там российские нарративы продвигают. Там ну, менее 20 километров расстояния до городских. И да, уже прилетают FPV-дроны. На этой неделе погиб мужчина, водитель удар FPV-дрона. А что такое жить, когда город начинают утюжить и кабами, и дронами? Ну, херсонцы могут поделиться. Как это, почувствовать себя в качестве такого объекта охоты операторов БПЛА. Ну, это то еще удовольствие. Поэтому и ранее говорил, ну, и особенно у кого дети и старики, подумайте о релокации куда-то в более безопасные места, поскольку я не говорю о том, что там Запорожье завтра, послезавтра возьмут. Слишком большой город, там огромные промзоны, ну, и он на 2 берегах Днепра, а вот то, что там может стать горячо в ближайшее время, и в Запорожье, судя по всему, нацелились на охват, но это вполне определенно, то есть, и, соответственно, жить там будет еще то удовольствие. М, Просто в этом всем угаре новостей геополитических, в этой сумасбродности Трампа, сегодня же какая новость? Делегация из Белого дома в Венесуэле, а там перед этим поймали и посадили генерала, который предал Мадуро. Ну,
как известно, осел, нагруженный золотом, любую крепость берет. Ну, я изначально считал, что там без предательства не обошлось, поскольку очень так американцы были осведомлены о местонахождении Мадуро, о там, специфике работы радиолокационных станций, они, кстати, китайского производства. Ну и обратите внимание, практически ведь пролет вот этих американских вертолетов, что такое чинук, это огромный летающий вагон, такая корова, которая слышно за 10 километров, которая ну, уязвимая, вьетнамские партизаны из стрелкового оружия сбивали. А тут они спокойно себе пролетают. Поэтому изначально было понятно, что без зрады, ну, а тем более, что коррупция в Латинской Америке, она еще с момента обретения независимости от Испании этими государствами, она всегда жила и процветала, и тем более, что судя по всему, от Мадуро часть его окружения устала. Ну, поэтому, ну, возможно, Делси Родригес нашла кого-то крайнего, поскольку, ну, одним генералом тут не обошлось. Американцы, у нас понятно, что все, как говорится, лавры достались Дельта Форс, а вот никто не обратил внимания на агентурную работу ЦРУ. Тихие американцы там очень серьезно работали в Каракасе. Ну и плюс И, кстати, интересно, да, на полимаркете какой-то игрок поставил 32 тысячи долларов, в результате снял 400 тысяч выигрыша на то, что Мадуро будет арестован и доставлен в Соединенные Штаты. Там и даже такое пари было. Правда, он тут же, как говорится, пропал с радаров. То есть, интересно же было выяснить, кто это. Но и там сейчас вплотную качают вопрос о том, чтобы ну, как бы запретить тем, кто обладает инсайдерской информацией, использовать такие коммерческие цели. так Но, как мы а как видим, ты даже... проверишь? Ну вот, Ну как ты проверишь? Ну это тоже я так какая-то... подозреваю, что кто-то из военных или из, возможно, чиновников Пентагона сделал такую ставку. Ну, рискнул, ведь, да, миссия могла провалиться, как когда-то с освобождением американских заложников в Тегеране, но, тем не менее, рискнул 32 тысячами долларов и поднял сумму в 12 раз больше. Ну, такая же ставка сейчас про Тайвань идет. Я просто к чему? За этими всеми событиями, да, и вот это Гренландия. А вот интересно, а гренландцы правда будут стрелять по американцам? Или там... Там, по-моему, Трамп уже по 100 тысяч каждому гренландцу, и люди начали, ну, поисковые запросы, как там получить жительство Гренландии. Там всего 57 тысяч. Несколько миллиардов долларов на то, чтобы гренландцы самоопределились в сторону аншлюса с Соединенными Штатами Америки. Ну, вполне. Ну, с другой стороны, мы видим уже там начал витать призрак Кальмарской унии. 100 лет, почти столетие, и Дания и Норвегия были под датской короной. Вот. И теперь снова вспомнили о том, что надо объединяться, поскольку в новом мире, новом дивном чудном мире, где правит сила, горе слабым, горе слабейшим. А учитывая то, что Норвегия имеет еще такие весьма серьезные газовые запасы и месторождения нефти, ну вот как-то Вообще мы сейчас, тоже конечно, там вот тоже понеслось, если честно, в в этом отношении понеслось, Андрей Владимирович. Тут даже Турция, Пакистан и, по-моему, Эмираты тоже готовят свое НАТО. То есть Турция будет в двух НАТО. В НАТО настоящем и в НАТО новом. То есть, да, и там, наверное, тоже будут приглашать какие-то, ну, вот они будут решать, собственно, эти вопросы. А, Да. Я просто к тому, что... Турция давно уже региональный игрок, играющий по своим правилам. И как-то ее политика с принципами НАТО. Да, она является членами НАТО, но как-то она уж совсем... То есть, с европейскими ценностями там политика Турции в отношении там, того же Курдистана ну, никак не стыкуется. Смотрите, тут же просто я к чему это привел, да? К чему затронул эти темы? Да все забыли, всем плевать, что там на украинском фронте, понимаете? Именно на фронте. Конкретно с войной, с Да. Ну продвижениями, да. с территориями. Сегодня как бы в ставку главнокомандующего ввели зама Минобороны,
Министра еще нет. Шмыгаль написал заявление, Федоров тоже написал заявление. Будет вот эта вот ротация, перестановка. Перед тем, как уйти, Шмыгаль встретился с британским Хилли. Они там в рамках столетней угоды, столетнего соглашения подписали производство дронов совместное, какое-то тайное сотрудничество вооружений. Ну, вот так, да. И дальше будет Федоров. Ну, заявление уже написано, уже опубликовано, что вот смотрите, скоро ротация. И мы видим только одну глобальную претензию. Это претензию к уклонистам. Ты ухилянт, значит, ты, ну, вот фактически со желтой звездой должен ходить. Да, да, да. Поражен в правах, ты человек второго, если не третьего сорта. Но это по-прежнему политика «разделяй и властвуй». То есть, вот этот принцип никто не отменял. И в плане того насаждения между украинцами максимального градуса срача и нетерпимости, но эта власть преуспевает. Ну, мы видим и там и наезды на вот эту школу, которая там при монастыре. Мы видим там, как оперативно отловили этих трех девушек, которые там пели русские песни в такси. Так а Думаю, что они нарушили? они ничего не... Ну, в нормальной стране они... Ну, и даже с точки зрения украинского законодательства. Ну, у нас же еврей сумасшедшего дома и концлагеря. То есть, а тут в его каноны это никак не вписывается. Естественно, надо публично показать, потому что взяли, составили админпротокол, передали в СБУ. Ну, Так подождите, отдельно. там статья «Мелкое хулиганство». Хулиганство, да. Какое СБУ? У нас давно СБУ Ну, занимается мелким хулиганством? знаете, не только. У нас дефицит фактов компенсируется полетом фантазии наших правоохранителей. Ведь посмотрите, у нас за лайки в Одноклассниках, там символику Дня Победы, люди получают пусть условный, там с отсрочкой исполнения, но тем не менее приговор, обвинительный приговор. А как бы там ни было, это судимость со всеми вытекающими сюда последствиями, с необходимостью отмечаться в пробации, то есть, соответственно, человек ну, поражается в правах. Вот. Поэтому эти ребята ничего не поняли, ничему не научились, они хотят продолжать в том же духе. И пока, ну, перспектива еще и выбора в условиях военного положения меня совершенно не радует. Вот там будет бал сатаны, это 100%. А что это вдруг так смилостивились и Шуфрича под залог отпускают? Ну, знаете, опять же, учитывая то, что у него 111-я, она не предполагает альтернативы содержанию под стражей. Очевидно, это было политическое решение. Как было это такое же политическое решение договорняк с детективами НАБУ. Ну, вопрос в том, кто там походатайствовал. Может быть, у Медведчука длинная рука и, как говорится, и нащупал нужные кнопки, но судя по тому, что на работе давно не видели Татарова, а это один из ключевых элементов системы взаимодействия с правоохранительными органами, мне просто интересно, как это все будет выстраивать теперь Буданов. Ну, А почему уже... Буданов-то будет устраивать? Слушайте, я вообще... А по-другому... Не, вы А понимаете, по-другому чем Буданов будет... будет заниматься? Вот этот Зеленский как президент, а у него как бы офис, и он нарезал ему задачи. Будешь обменами заниматься, к информационной политике не будешь лезть. Или все-таки решение по Шуфричу это как бы отголоски от будановской истории? Может быть, может быть. Ну, во-первых, Буданов понятен, близок не только американцам, но он вполне понятен и россиянам, учитывая то, что не вот эти миллиардеры там решали гуманитарные вопросы, а как раз это была парафия ГУ поведения. Я там не буду вдаваться в нюансы, там пошла негативная кампания, там некоторые блогеры его чуть ли не агентам ФСБ, и говорят, никаких успешных операций не было, и что, как у этого генерала, там свое большое кладбище. Но я не собираюсь спорить, я не эксперт по вопросам безопасности, я не работал ни в ГУРе,
Но то, Нет, ну что подождите, сумасбродные атаки на Крым с пленениями на скутерах, вот это все было, это мы помним. И не, это другие было такие и моменты. Змеиный, и попытки там штурмовать Энергодар, там Запорожскую АЭС. Это все было. То есть, ну, тут уже пошло, вы знаете, вот выборы неизвестно, когда будут, но уже пошло такое, как минусуют Залужного, минусуют теперь и Буданова. То есть, если кого-то минусуют, значит, это кому-то нужно. Значит, есть бенефициары. Уже пошли минусовать и Белецкого, то есть ну, явочным порядком избирательная кампания пошла. А вот Буданов, ну, как он вспоминается, он же где-то давал интервью, но там такой интересный нюанс. Любимый фильм «Профессионал» с Жаном Полем Бельмондо. Вот. Я думаю, что Буданову больше всего понравился вот тот момент, когда герой Бельмондо стучится в двери гостиничного номера к этому бизнесмену в Эльфоне. Жос Бамон, шпионаж и мордобой. Вот я думаю, это как раз Буданову больше всего зашло. Да, вспоминают там рейд в Крым, когда он еще был оперативным офицером ГУРа во времена э, президентства Порошенко. Ну, да, действительно такая бесшабашность, храбрость. Но как он сумеет, а тут как бы там ни было, новая его должность, это она будет магнитом притягивать негатив. Справится ли он с этим? Ну, гасить его подопечные подобного рода конфликты умеют весьма специфическими методами. Вспомните, был не так давно конфликт, связанный с санаторием «Желтый», который гуровцы захватили. Но они Вот. же с СБУшниками воевали, конечно. Ну, там, с СБУшниками И воевали долго, ВСУшники, а там да. Вот. ВСУшники, да. Но раскрутила эту тему «Украинская правда». А потом вдруг все сошло на тормозах. Ну, за языки говорят о том, что побеседовали с редактрисой и как-то сумели ее убедить. Могу только догадаться, каким образом, что не надо продолжать. Вот. Но работать такими методами на Банковой у Кирилла Буданова не получится. Да, у него вполне неплохая политтехнологическая команда. Что я могу сказать о его работе? Он аномально много пиарился. То есть, как для главы это нонсенс, это ненормально. Но, тем не менее, ребята у него активно работают, уже и по городам и весям ездят. Там многие люди, там у него мой однофамилец из Харькова, ранее активист Пары, вот, которые занимаются формированием региональных структур, ну, люди звонят, говорят, а можно ли там, ну, подсобить с работой? Я говорю, ну, вы меня, наверное, с другим Золотаревым спутали. Вот, ну, так оно потом и оказалось. Вот. Поэтому политические амбиции у Буданова есть, и это большие амбиции, и, судя по всему, вот этот момент, чтобы, посидев на большую политическую дорожку в кресле на Банковой, он эти перспективы не сжег. Вот одна из версий, то, что Зеленский его приблизил так, чтобы, ну, я смотрю, что для Буданова сейчас ну, ключевой это прежде всего будет переговорный трек. Но риски для него, для дальнейших политических перспектив не маленькие. Говорю так. Федоров хороший будет министр обороны. И правда ли то, что его ставят, как Гетьман рассказывает, для того, чтобы через всякие приложения и диджитал отыскивать ССЧшников и ухылянтов? Ну, может, цифровой концлагерь вполне вписывается в контекст. Вполне допустим. Ну, по Федорову тоже идет такая кампания минусовки, довольно акцентированная, то есть вспоминают ему и куда скандал с утечкой данных из ДИ. И да, люди, которые там э, проходили фильтрацию в Шереметьево, с удивлением обнаружили то, что там спецы, которые там сидят, обладают всей необходимой информацией. Как
остается вопрос, опять же, кто конечный бенефициар ГИИ, и, понятно, довольно такое мутное прошлое этого молодого дарования, да, который числился в фаворитах у Зеленского. Ну, как-никак он там чем-то вроде Гербалайфа занимался, там средства для похудения продавал, ну, а в таких сферах, знаете, как без лоха и жизнь плоха. Вот. Поэтому это еще тот персонаж, и понятно другой, ну, такого министра обороны, ну, я думаю, равно как и Шмыгаля, как и Резникова в армии не воспринимают. Если попробовать понять перспективы мирного трека, вот эта команда, которая обновилась, плюс еще мы там не будем вдаваться в подробности, но там целая прям вереница этих тоже так интересно. Сейчас вот выходит заявление Зеленского. Понятно, там основной упор на то, что удар по границе с ЕС, мол, Бухарест, Будапешт, Варшава должны напрячься. Ну, отыгрывает, да, вот по соседям. Говорит, что там деньги, Киев самое такое место, у которых там богатый город, поэтому надо все делать для там, защиты и так далее. Но вчера он говорил, что он меняет как перчатки глав местных, глав областей, и говорит, что с некоторых регионов приходит информация ложная ему. О, представляете? Врут. Ой, сделал открытие. Врали, врут и будут врать. Вот. И понятно другое. Ну, скажем так, кто пришел на смену, там, смотрю, там новый Полтавский, накачанные руки в татухах, ну, просто и лицо не обезображено интеллектом. Смотришь, Винницкая губернаторша, ну, руководила танцевальным кружком. Ну, всякое в жизни бывает, но это уже возникает подозрение на компетентности и способности управлять. То есть это идет перестановка кровати в бордель. Вы согласны, что это все Ермака рук дело? И он у руля, при власти. Ну, он же, как пишут, оформился в службе внешней разведки. Ну, э, рыцарь плаща и кинжала. Ну, он хотел... Нет, а Ермак будет... смотрите, Да, не-не, я вот вопрос, по почерку вот того, что происходит, ну, да. это Да, Ермак или нет? возможно, такой вот он схему, которую использовал Кучма, когда там все смешать, стравить, и первый, как говорится, президент как арбитр в этой ситуации. Ну, такой на минималках а-ля Кучма. Ну, похоже на него. Хотя, я думаю, некоторые там народные депутаты, сидящие в санатории деда Лукьяна, со мной не согласятся, говорят, что уровень не тот, но очень напоминает. Но учитывая склонность к интригам, таким, это вполне допускаю. Просто интересно, вот это для того, Кстати, звук чтобы... пропал. Да, Александр, Да-да-да. пропал звук. Просто интересно, Андрей Владимирович, это все для того, чтобы вот эти перестановки, для того, чтобы комфортно, прежде всего, для кошельков, элит, карманов, безопасности элит, да, выйти из войны или сесть, как бы закохтиться, было такое выражение во время наших противостояний, и воевать дальше. И Ну, какие тогда, идеально и было как вы бы. оцениваете, Да. сразу вдогонку, и как вы оцениваете перспективы переговорного трека? Сегодня вышел представитель США, постпред при НАТО, говорит, слушайте, вообще такой прогресс у нас, такой прогресс, никогда такого не было. Ну, знаете, американцы тоже иногда дают такие завышенные, подогревают завышенные ожидания, вот как случае с Днепропетровским раввином Шмулькой Бенецким, ну, вот как бы уже и 15 января близко, но явно его инсайдеры подвели. Смотрите, что касается Зеленского и компании. Ну, явно они хотели бы задержаться, тем более э, прекрасно понимают, лишатся власти, окажется указ, и будут догонять.
поскольку задели интересы очень многих, далеко не последних, и не самых бедных, и не самых слабых людей в Украине, будут догонять железобетона. Поэтому желательно задержаться, поосваивать еще так десяток другой ярдов помощи и кредитов. Вот. Но и это логика намерений Зеленского ИК. А вот сила обстоятельств, как правило, как перефразируя известную фразу Сталина, сила обстоятельств оказывается, как правило, сильнее логики намерений. Вот посмотрим, что будет в ближайшие 2-3 недели в Раде. Посмотрим, что нам принесут на переговорном треке. Ну, не исключая, если мы увидим в феврале переформатирование. Американцы, да, им проще добиться переформатирования коалиции, нового правительства, нового спикера. Это решает многие вопросы. Но, судя по всему, Кремль настаивает на проведении выборов. Либо Зеленским что-либо там подписывать категорически не желают. Вот. И судя... А Зеленский к таким выборам, похоже, готов. И не исключено, что уже готов закон о выборах президента в условиях военного положения. Что это будут за выборы, ну, я уже не раз говорил и 10 раз повторяться не хочу. Это можно нарисовать любую цифру, там 99% за Владимира Александровича. Посмотрим. Но если не вмешаются внешние силы, поскольку там могут выложить, как говорится, папочку, где счета, там, ну, прочие художества, там, которые, или там записи, где, на которых услышим до боли всем знакомый хриплый голос. Вот. И, естественно, тогда планы могут поменяться. Вот. Сила обстоятельств, еще раз подчеркиваю, может оказаться гораздо сильнее логики намерений. Так, это вот, смотрите, интересно. Зеленский подает в Верховную Раду документ об увольнении Малюка с должности главы Ну, СБУ. Штука по процедуре. процедура, то есть Да, сюрпризов не да, да, будет, да. как вы думаете? Не, нет, там праздника непослушания не будет, тем более, что Малюк же написал по собственному. Он не хотел, но, говорят, это была одна из первых задач Буданова убедить в том, чтобы он это сделал. И пришли к полюбовному согласию. Малюк написал заявление по собственному, но теперь что там депутатам артачиться? Мгм. Я думаю, что там больших проблем не возникнет в Верховной Раде. А, Скажите, по поводу все-таки переговоров. Вот это тоже, мы сейчас просто в прямом эфире, друзья, поэтому я так немножко прыгаю там с темы на тему, где-то возвращаюсь на тему. Проснулась! Она долго спала, но она все-таки есть. Посол Украины в США. Правда, как-то цифры что-то не бьются. Говорит, на борту Белла, там вот это, ну, того танкера, да, 17 Мгм. украинцев. 17. Три где-то, короче, они потеряли. Ну, в общем, говорят, что в полном контакте с властями, с Госдепом. Короче, занимаются украинцами, занимаются, будут выяснять все. Короче, Стефанишина Смотрите, ну вот працює. тут как раз, да, вот тут как раз и дипломатам, засучив рукава, и поработать и надо. И я думаю, это вполне реальная задача добиться того, чтобы граждане Украины были освобождены, то есть чтобы они не оказались в американской тюрьме. Вот. Ну что, Э, ну, опять же, это мы же в дивном, чудном мире, по-моему. То, с чего начался этот Новый год, по-моему, Мадуро поставил рекорд того, как венесуэльс за 30 минут оказался на территории Соединенных Штатов. Но до этого получить американскую визу для венесуэльцев было такое нереально. Вот. А тут рекорд. Ну, для этого надо, видимо, стать Мадуро, чтобы так, хлоп и в Бруклине. Ой, Ну, слушайте, ну, в Сенате же осудили Трампа и повторную как бы атаку, говорят, согласовываясь с Конгрессом. Поэтому и у самого Мадуро, в принципе, все может быть еще очень и очень непредсказуемо. Там нет, его ну, отобьют зубастые адвокаты у него там. ну, это же была специальная венесуэльская операция. Вот, опять же, ну, российская аудитория там возмутится, но нигде не говорили Киев за 3 дня, ну, там,
Симоньян, Соловьева там мелькало, Лукашенко говорил о том, что за 3-4 дня. Вот. Но американцы показали, что за 3 часа Каракас. Вот. Да, И я бы напрягся, учитывая то, что аппетит приходит во время еды, и то, что Рубио, потомок кубинских иммигрантов, а там тоже там своя диаспора, кубинская диаспора во Флориде, она столь же ну, специфически отмороженная, как и наша в Чикаго или там в Канаде, то есть, которые там при слове там СССР или там москалит, и у них западает планка. Вот у них, у кубинской диаспоры в Флориде западает планка в отношении нынешнего кубинского режима, и Кастро там для них это триггер. Ну, поэтому за Кубу тревожно. да, друзья, всем большое спасибо за то, что пишете комментарии. Давайте подведем итоги опроса. Вот здесь Наташа пишет, говорит, а что к девушкам пристали, к вот этим, которые в такси «Матушка Земля» пели и «Moscow Never Sleep», а к водителю не приехали. Он же тоже, получается, слушал, вез и Да. слушал, понимаете? Он слушал. Да. Ну, за недонесение разве что. То есть. Да, значит, удар, Скоро ведут мысли преступления. Ну, удар все по Оруэллу. Удар Орешника. 5% не достиг цели. Пристрелка. 15% символический был, били в пустоту, намекали ЕС. 22% предупреждение. Дальше, мол, ядерка. Ну, а так, правда, так, если разобраться. Хотя вот давайте тоже... Ну, это опять кадры, там, угол, камеры, это все с камер ночного наблюдения. Мы же можем сравнить эти два удара. Как летел по Днепру Орешник и как летел вот туда Орешник. Разный угол. Да, Ну, да, да. вот это, кстати, такой момент. А может это не Орешник вовсе? Давайте предположим, что вот эти элементы, фрагменты, которые нам показали, действительно из-под Орешника, так это может и не Орешник, это может Может, мини-Орешник. Это, ну, помните, говорили буквально пару дней назад о том, что есть какая-то новая ракета, которая какая-то, не исключаю такого варианта. Но это была баллистическая ракета, которая прилетела с гиперзвуковой скорости. С офигенной высоты, естественно, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так вот, символически били в пустоту, предупреждение дальше ядерка, и 58% считают, что все-таки Орешник достиг своей цели, эти просто цели скрывают, и последствия тоже от нас все скрыли. Спасибо, что проголосовали. Ну, в принципе, да, так и есть примерно. Первый, собственно, и четвертый вариант так и есть, как мы с вами предполагали. Давайте перейдем непосредственно к вопросам. Пожалуйста, в режиме Блиц пишите вопросы в чат трансляции и, конечно, дождитесь ответа на свой вопрос из клуба зрителей. Андрей Владимирович, ваш тезка, спрашивает. Недавняя история, когда бойцы 225-го штурмового полка крепанули бедолаг из 108-й бригады ТРО для бессмысленного штурма Гуляйполя, это что? ТЦК-процессы, протекающие в тылу страны, перекинулись на фронт, теперь бойцы ВСУ будут хватать друг друга и отправлять вместо себя на смерть, или 225-й полк – это штатный заградотряд, ну такой фронтовой ТЦК. Знаете, ну, к сожалению, разрастание Сбройных сил Украины, ну, оно привело к тому, что все, что, как говорится, с чем сталкиваются в повседневной жизни, когда ну, украинцы равны, но есть те, кто равнее, ну, все это, естественно, перешло и в вооруженные силы. Естественно, есть те, кто обладают куда большими правами, возможностями. Понятно, что и ТРО используют как затычку, как легкую пехоту, которую бросают на самые гиблые направления. Но неудивительно то, что очень быстро стачивается, и практически то, что вы видели там в Гуляйполе, когда банально оказалось, что некому воевать, и противник малыми силами, по сути, диверсионно-разведывательной группой зашел на командный пункт батальона, который, там бросив все компьютеры, документацию, дернули в панике.
Равно как и, напомню, и катастрофа на Авдеевском направлении, ну, с Очеретина началась. Там тоже, по-моему, где-то было ТРОшники. Это слабое звено. И понятно другое, то, что поканули, да, ну, вообще в нормальных вооруженных силах это должно быть предметом разбирательства военного правосудия, но не в нашем случае. А так, да, да, будут. Я думаю, что это такие прецеденты, возможно, этот стал публичным, но многого мы, я думаю, что мы очень многого мы не знаем и не скоро узнаем. Так, значит, поехали вопросы из сообщества. Как украинцы на сегодняшний день могут повлиять на решение власти? А никак. А что раньше мы сильно могли повлиять? Ну, знаете, ведь уже 10 лет палочка-выручалочка. Помните, когда в 2015 году Яценюку кто-то там бросил упрек в том, что вы ж на Майдане, со сцены Майдана обещали понизить коммунальные тарифы. Вот. А пришли, как только пришли в коридоры власти, вы их подняли. Вот и тут же Яценюк его заклеймил агентом ФСБ и там кремлевским агитатором. И теперь, ну, любое там протестное выступление тут же, неважно, вот я думаю, и в нынешних условиях, учитывая, кто у нас там перемены, которые прошли в центральном аппарате СБУ, то есть, да, неважно, у нас же, начнете майданить, неважно, если у вас там даже в третьем колене бандеровцы вас тут же объявят российским агентом со всеми вытекающими, со 111 и период в СИЗО. Поэтому в нынешних условиях не сильно то можно повозмущаться, но повлиять на власть, учитывая весь контекст, который имеем, ну, практически невозможно. Мгм. Так, зачем сливают воду из отопления? Чем будут обогреваться киевляне в ближайшие дни, интересуется Александр. Света-то нет. Ну, а правда, стоит, да что, буржуйку затаскивать в многоэтажку, выводить через форточку Ну, трубу и вот это греться? нет, смотрите, ну, во-первых, есть же стояки, и вы в квартире, да, не дадите замерзнуть, там, допустим, каким-то там газовыми генераторами или паяльной лампой, но если стояк замерзнет, все труба. Ну, когда служил, пришлось там спасать дом от замерзания. Ну, бегали с паяльными лампами, были как черти черные. Вот, отогревали стояки. Это единственный вариант в этой ситуации, если нет подачи теплоносителя, если температура ниже -5, то есть ну, за счет циркуляции, если есть там, допустим, электроэнергия от генератора, не дать замерзнуть, там. Ну, так, Андрей Владимирович, что циркуляция, конечно, дело хорошее, но тем не менее, понимаете, то есть бегая с паяльной лампой, эти стояки, вот он, пожалуйста, раз, и отключился у провайдера, так сказать, интернет. Ну, будем надеяться, сейчас присоединится Андрей Солотарев. Вообще, конечно, да. Да, Знаете, такие связь темы мы выделяет. с вами, это, Вот. как будто нас слышат, да, Да, поднимаем. правда. Майор, да, майор не спит. Смотрите, если до -5 можно за счет циркуляции еще как-то, ну, но если ниже -5, а ночью сегодня уже обещают -11, то тут уже труба, там только остается то сливать, и чтобы не допустить размерзания труб. Ну, и других вариантов нет в этой ситуации. А, И та- ждать потепления, ждать оттепели, когда можно будет залить теплоноситель, может за это время там как-то перезапустят котельные, вас кто-то восстановит, но других вариантов нет. Короче, людям сидеть в тубаре, ну, понятно. Да. Ну, то есть, ответ понятен. Значит, Андрей Владимирович, как американцы узнают заранее о том, что будет орешник? Спрашивает Петр. Ну, у американцев 250 спутников-шпионов. То есть, ни одна страна в мире не обладает там таким количеством. Плюс средства радиотехнической разведки, плюс ну, агентурно оставим, но технические возможности Агентства национальной безопасности.
РУМО, разведывательное управление Министерства обороны, ЦРУ позволяют довольно плотно мониторить, там, что происходит. Но ведь понятно, Капустин Яр, ну, я думаю, над ним постоянно висят американские спутники. Сын Кадырова заявил, что готов найти и привести Зеленского в Грозный как военного преступника, если будет приказ. Что это значит для Зеленского? Нет. Знаете, когда после очередного заявления ну, Кадырова, ну, смотрите фильм «Барат». Там очень- Нет, ну подождите, тут какая-то такая история. Там вообще специфические отношения у Кадырова, там сын, они же все орденоносцы, все такие как бы... Он должность получил зама Кадырова, Адам Кадыров, да? Но там, понимаете, пикантность ситуации заключается в том, что когда Зеленский был актером «Квартала 95», он перед Кадыровым извинялся. Да, да, Ну, то есть да. уже, как бы, видимо, видите, как времена прошли. Коломойский, перед которым на задних лапках бегал Зеленский, сейчас вот в тюрьме. Вот сейчас Да. Кадырова должны американцы выкрасть, чтобы Путину насолить. Я увидел шутку по этому поводу в одном из пабликов. Говорит, уважаемые инопланетяне, украдите, приедьте, украдите Зеленского, чтобы Трамп все понял и все закончилось. Ну, тоже по такой же логике. Такое обращение. Так, значит, почему украинские западные деколонизаторы требуют распада России как минимум до границ Московского царства, но в то же время даже не рассматривают вопрос отдать западные регионы Украины, которые присоединил кровавый Сталин, прежним владельцам? Ну, это ж вполне так в духе, а это уже наше, то есть не отдадим. А вот, ну, дело в том, что вот эта вся деколонизаторская муть, которую мы сейчас видим в Украине, это, ну, преследует одну простую цель – показать, вот, ведь в любой другой стране деколонизация, она включает очень большой социальный компонент. Это борьба с имущественным неравенством. Но в Украине деколонизаторы на фоне государства, победившего социал-дарвинизма, это такое нонсенс. Но это тема деколонизации через это обеспечить себе такое символическое доминирование, когда там те же деятели из Института нацпамяти толкуют, что можно писать, что нельзя, что какая табличка на улице должна висеть, какой памятник должен стоять. Но э, Украина 5D. Деиндустриализация, деколонизация, декоммунизация и дебилизация. Так, значит, Лина Востроилова, вопрос, должно ли Украине испить чашу до конца и полностью, начать с чистого листа по-другому? Во-первых, на свои, во-вторых, на безбожном воровстве, ну, не на безбожном воровстве, в-третьих, не на изуродованной культуре зависти, злобе, обиде вырастить новое поколение. Не поколение без цели, привыкшее жить на шару, что предопределило все, что происходит с украинцами. Ментальная какая-то зараза. Так, Андрей Владимирович, вы с нами? Да, да, пропал звук. Смотрите, ну, я здесь пессимист. Я пока не вижу людей, которые готовы реально изменить систему, поставить в этой стране все с головы на ноги. Ну, хотя бы для начала, чтобы власть перестала быть источником приумножения и зарабатывания капиталов, вот, а превратилась в инструмент реализации политических программ и идей. Ну, для начала. И хотя бы для начала, чтобы перестали врать себе и другим. У нас же как? Думаем одно, говорим другое, делаем третье. Но вот эта неорганичность, вот она поражает. И, ну, наглядный пример, вот эта шпрехенфюрерша Ивановская, которая там что если ты гомо сапиенс переходит на державную мову, ну, самой дочка там постит, ну, вполне себя комфортно с русскоязычным контентом. Вот эта вот неорганичность, фальшь, лицемерие, ну, это то, что губит Украину. Ну, хотя бы для начала перестать быть страной, где все друг друга обманывают.
Вот тогда, может быть, поверю в какое-то светлое будущее. А пока, ну, на манеже все те же. Так, чат трансляции, пожалуйста, вопросы отсюда. Наталья, украинцы не могут защитить себя от ТЦК. Почему мечтают, а как мечтают о победе? Защитить себя от ТЦК, да, мечтают о победе. Простите, там вопрос выпал. Там. Ага, я понял, связь. Украинцы не могут защитить себя от ТЦК. Да, А как мечтают о победе? Ну, в войне имеется в виду. ну, вот такое магическое мышление, которое, кстати, мы видим и у Владимира Александровича, и у многих наших представителей нашей элитки. То есть, а магическое мышление, оно предполагает то, что по щучьему велению, по моему хотению, то есть, и в полном отрыве от объективной реальности. То есть, и у этих ребят, если ихняя, как говорится, ихняя картинка мира не стыкуется с реальностью, то тем хуже для реальности. Вот. И это касается и украинцев. То есть, да, многие, но взглянуть на вещи реально, критически, ну, думают телевизором, единым телемарафоном. Вот. Так, дальше. Значит, если все жители городов-миллионников и мельче ломанутся в деревню к дровам и туалетам во дворе, это же утопия и бред, согласны? Нет, ну, понятно, что там 4 миллиона киевлян, да, это утопия и бред. Но если уедет, допустим, ну, для начала хотя бы несколько сот тысяч с левобережья там релоцируется, ну, это снимет старту целого ряда проблем. Не говорю о том, что все до единого. Есть в Киеве дома, которые себя прекрасно и с автономным энерго- и теплоснабжением. В центре города хватает таких домов со своей котельной. Поэтому это не означает, что эти люди завтра побегут по селам. Но есть особенно вот жилые массивы, даже Троещина, на которой там почти полмиллиона живет. Но там, да, там беда. Там без ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 это ситуация, я не знаю, как бы из нее будут выходить, это там больше вопросов. Следующий вопрос от Владислава. Здравствуйте, Александр Андрей. Андрей, где, по вашему мнению, лучше, в американской тюрьме или в украинском ТЦК? Это я о моряках. Спасибо. Ну, я думаю, что все-таки в американской тюрьме будет побольше прав. Ну, причем, ну, тюрьмы ж в Америке тюрьмам рознь. То есть в разных штатах по-разному. Вот тот же СИЗО в Бруклине, где сейчас находится Мадуро, там же Пит Дэдди, там же соратница Эпштейна. Ну, он пользуется такой дурной славой, там антисанитария, там тараканы, крысы, ну, старое здание, там дурные запахи, ну, почти как наш Океановск. Вот. Ну, а ТЦК, да, понятно другое, то, что человек, который попал, вот как тоже попал в лапы ТЦК, ну, забудь о своих правах, всяк сюда входящий. И о человеческом достоинстве, естественно, то есть вот эти все вещи остаются за пределами. Поэтому как эти моряки будут мне тяжело понять их ход мысли. Кто-то, может быть, захочет все-таки вернуться в расчете на то, что, может быть, там, их прямо на переходе не примут бравые сотрудники ТЦК, а там как-нибудь дальше пропетляют. Ну, кто-то может и захотеть остаться. Помню, как герой фильма «Брат 2». Я остаюсь, помните, когда Ну да. Сухоруков. Так, Я буду жить, да. так, значит, спроси Саша, пожалуйста, когда Миндича отловят и его крышу? Ну, насчет крыши вопрос открыт. Там, это уже с новым президентом можно будет о чем-то говорить. А Миндич находится Израиль, ну, на земле обетованной, с которой выдачи нет. Израиль не выдает, собственно, граждан. Ну, разве единственное исключение, если ФБР очень сильно попросит. Ну, это
Это исключение практически. А в случае с Украиной точно Миндича точно не выдадут. Ну, а похищать его, я думаю, ни ГУР, ни СБУ не будут проводить такого рода операции. Так, дальше. Что будет с курсом доллара в Украине, интересуется Ну, Вероника. я же в прошлом году говорил о том, что, ну, учитывая ситуацию с финансами, финансы, ну, говорится, поют романсы, ну что доходная часть в 2 раза меньше расходов госбюджета, то в той или иной форме инфляция неизбежна. Я говорил о том, что дай бог, чтобы у нас не было квантового скачка гривны, курса доллара к гривне, как это было в период больших, там, 2008-2014 год, да и в начале войны. Но, судя по всему, пошли по такому лайт-варианту, потихонечку гривна начала сдуваться. Ну, я же вспоминаю еще 25-летней давности события. Там как-то пили кофе с дедушкой, который когда-то работал в Нацбанке, еще во времена УССР. Вот и тогда только появилась вот эта купюра с с Мазепой. Сковородой. Сковородой. Вот он ее взял, так посмотрел, так прищурился. Говорит, ну все, писец гривни. А я говорю, а почему писец? Бомжа поместил. Ну да, это точно. Значит, Андрей Владимирович, как празднуют Новый год моряки? Вот такой вопрос. Нет, ну, знаете, моряки же разные. Есть торгового флота, которые ходят на гражданских пароходах, а есть военные моряки. Ну, в узком, скажем, узком кругу единомышленников, там, соратников. Тут уточняют Северного флота, но это имеется в виду ваш опыт. Ну, Да. да, не, ну, я как раз, когда пришел 86-й год, я как раз встречал на дежурстве в порте с термосом кофе, с пайкой сливочного масла, с батончиком. Ну, вот так, ну, в тех условиях и это была большая радость. Мгм. Ну, тут пишут в Шампанского чате, не было. да, пишут в чате, что освободили уже моряков американцы. Ну, пока как бы не попадалась эта информация, но мы в эфире, да, спасибо, что пишете. Значит, так, два вопроса сразу, да, вот у нас от двух пользователей. А, Чей хранится в газ, да, в хранилищах, и правда ли, что американский регазифицированный газ из Польши в этих газовых хранилищах Украины хранится сейчас? Я не аналитический эксперт. Я знаю, что проблемы с наполнением хранилищ газа были еще уже осенью, то есть не добивали и предупреждали энергетические эксперты, если зима и если январь, февраль будут холодными, то уже к середине февраля у нас могут быть критические проблемы. Учитывая то, что нам еще и побили, вынесли газодобычу в Полтавской области, в Сумской области, то действительно ситуация совсем не радостная. Возможно, там ну, какими-то... Но опять же, какой газ попадает в Польшу, какой газ попадает в Словакию? Отгадайте с 2 раз. Ну, понятно, что Понятно, может да. закачиваться туда, да, но понимаете. Власть Украины не боится эпидемии холеры в условиях антисанитарии, спрашивает Ольга. Андрей Владимирович, Вы, выпали, да? выпали, Ну, видите, со связью все-таки перебои. Ну, понятное дело, света нет. Власть не боится эпидемии холеры или с антисанитарии, да, вот этой условий и других там каких-то заболеваний в тех условиях, в которых сейчас находится? так, повторите. Власть не боится эпидемии холеры или какой-то другой напасти в условиях антисанитарии? Ольга интересуется. Нет, ну, власть об этом не думает. Она живет в несколько ином материальном и социальном измерении. Ну, а
проблемы посполитых волнуют во вторую, третью очередь. Понятно другое, то, что если будут перебои с электроэнергией, это может не лучшим образом сказаться на санитарной ситуации. Но пока холодное время года, холеры точно не будет. А вот летом, ну, летом как знать, потому что у меня такое ощущение, что энергетические проблемы с наступлением весны не закончатся. Так, значит, вот такой еще вопрос. Выйдет ли от Ольги, Оксаны, выйдет ли Франция из НАТО? Выйдет ли Франция из НАТО, Андрей Владимирович? Нет, ну, с этой идеей выступает Меланшон. Он левый по определению. Но дело в том, что НАТО, по-моему, на сегодня наибольшая угроза для НАТО – это Трамп. Вот, что думает даже премьер-министр Дании Фредериксен относительно НАТО, когда ну, страна, основной донор, а не будем забывать о том, что 82% бюджета НАТО – это деньги Соединенных Штатов Америки, вот, который предъявляет желание там, прихватизировать Гренландию. Ну, по-моему, как раз Трамп вот, он и разрушает пресловутый коллективный Запад в данном случае своими действиями. И на сегодняшний момент мы видим ну, в отношении НАТО несколько групп стран. Вот, понятно, позиция там стран Северной Европы, стран Балтии, Польши. А есть те, кто по отношению к НАТО куда как относится к этой институции более сдержанно. Та же Венгрия, Словакия, Чехия. Ну и в условиях, если продолжится еще и урбанизация Восточной Европы, боюсь, что НАТО, дай бог, пережить внутренние противоречия и катаклизмы, поскольку, как и Евросоюзу, не внешние силы, это внутренние противоречия. Что мы сегодня и наблюдаем с кейсом, гренландским кейсом. Значит, как вам будущие мэрки Парижа, алжирки и марокканки? Ну, вполне. Ну, вот Лондон уже 10 лет с мэром пакистанцем. Чего? Там и в Британии уже есть районы, где в школах там ни одного белого. Ни учителя, ни ученика. Да, да. Ну, такое, ну, Спросите, пожалуйста, у Андрея Владимировича, имеет ли право, значит, Россия вооружать свои танкеры? нет, ну, другое дело то, что ну, чем вооружить? Системой С-300 танкеры. Ну, в принципе, есть такая практика, когда там частные военные компании используются для охраны Так, а там, танкеров. смотрите, мне так вот это интересно, все такие, захват, захват, они все там, американцы, это гордятся. Подлетает вертолет, ну, максимум какой-то корабль береговой охраны. Ну, с ним же, им же никто не сопротивляется, там гражданские моряки. Нет, ну, То есть, вполне разумно. это Вполне как, это разумно. как брать микроскопом гвозди забивать, понимаете? То есть, ну, в смысле. Они там все такие в амуниции, все вот так. Как они мне напомнили, я посмотрел эти 3 захвата танкеров, которые опубликовали последние вот эти дни, да, это как наши СБУшники, или вот эти девочки, да, девочки, которые вот это пели в такси, там снимали себя на видео, «Матушка Земля», вот это все. К ним пришли такие здоровые лбы, а они такие стоят вот в пижамках такие, вот это все, в постели лежат, вот это все, подписывают протоколы, а они такие здоровые. И елки-палки, слушай, какой же ты здоровый, какой же ты там, ну ты вот к девочке пришел. Это все равно, что, правда, этот ментяра пришел к девочке, понимаете, там и с таким взглядом еще фотографируется, мол, уличительным, нашли, отыскали. Правда. Ну елки-палки, ну это Да, какой-то... ну, Александр, касаясь вопроса, торгаши с военными не рубятся. Да, были прецеденты в истории, когда там у Австралии немецкие рейды «Корморан», там теплоход, который вооружили орудиями, утопил австралийский легкий крейсер «Сидней».
Правда, сам потом утонул, но Сидней погиб со всем экипажем. Трагедия для австралийцев, которую помню до сих пор. Но это единственный случай. А так, ну что, танкер – это большая пороховая бочка. Ну что, там, устраивать стрельбу на таком судне? Нет. Там, они вполне разумно демонстрируют. Моряки демонстрируют покорность и не пытаются сопротивляться. Вооружать это ничего не даст, его заверить. То есть, танкер – это очень уязвимый пароход. Так, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали в нашем прямом эфире, первом с Андреем Золотаревым в 26 году. Несмотря на Да. буйство таких новостей всяких, желаем вам, конечно, всего самого доброго. Подписывайтесь на Золотарева в YouTube, как обычно, ссылка в описании к этому видео. Андрей Владимирович, спасибо за эфир, за время и мысли. Всего доброго. Берегите себя, всем добра и света. До скорого.